Привет, друзья! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Париже с марафоном показов весна-лето 2026 оказалась самой насыщенной за последние годы. Довольно длинной, объемной и местами даже утомительной, а еще и самой влиятельной в этом карнавале стиля. На подиумах было все, что душа пожелает. И что наш гардероб далеко не всегда в состоянии вынести. Что ни день – новый дебют, ведь нынче многие бренды сменили руководителей, а значит, выступили с целым ворохом новых идей. Дизайнеры активно покопались в прошлом, слегка заглянули в будущее и в результате выдали на гора такую мешанину с вау-эффектами, с перезагрузкой и сменой модного вектора. Так что распутывать придется нам этот клубок весь предстоящий теплый сезон. Поэтому прямо сейчас, дорогие мои, мы решим всю эту сложную головоломку и выделим основные тенденции и направления в создании стильного образа. То есть поговорим о главных трендах Парижской недели моды. Давайте попробуем вместе понять, что из модных новинок мы бы добавили в свой базовый гардероб, а что здесь исключительно фэшн-искусство, которое не выйдет за рамки глянца и останется просто красивой фантазией кутюрье. Где здесь настоящие жемчужины, а где мишура, которую даже на распродаже не хочется брать? С интересом жду ваши версии в комментариях. Кто что примерил бы, о чем только пока подумала, что, как говорится, и даром не надо. Прежде чем рассуждать о топовых трендах сезона, скажу от души большое спасибо всем моим зрителям за поддержку, лайками, подпиской на канал и добрым словом. Приятного просмотра, друзья! Мы начинаем! И первым номером отмечу одну из самых ярких и позитивных тенденций, которую назову фразой из песни «Король оранжевое лето». Вопреки общим прогнозам экспертов Института Пантон, именно оранжевый, а не белый оказался в числе фаворитов. Во всяком случае, на парижском подиуме. Дизайнеры предложили устроить в нашем гардеробе буквально настоящий апельсиновый рай, включив в коллекции не только одежду в сочном и вкусном тоне, но также сумки, обувь и прочие аксессуары. Так что в модном образе оранжевый по большей части выступает сольно в формате Total Look. Однако не менее хорошо он составляет компанию нейтральной палитры и активно работает в колор-блокинге. Нужное, как говорится, можете подчеркнуть. И уж поверьте, друзья, этой весной что-то в апельсиновых красках найдется в бутике как минимум у каждого второго бренда. В общем, сладкого апельсина хватит всем. Небазовая юбка. Следующий топовый тренд от французских дизайнеров. Да, сегодня для повседневного аутфита совсем не обязательно выбирать какую-то классическую строгую модель. Юбка вполне может стать главным акцентом, забирая все внимание на себя. Пайетки, смешение принтов, имитация кожи рептилий, необычные фактуры, драпировки, перья, воланы. В ход идут сегодня любые приемы, способные превратить спокойную, условно-серую базу в одежду для настоящего праздника. Мини-длина. На неделе мод в Париже тенденция, пожалуй, давно перешла в разряд постоянных лидеров. На мой взгляд, самые короткие платья в сезоне весна-лето 2026 представили дома моды Chloé и Miu Miu. Линии бедер они лишь касаются. Впрочем, до середины бедра не достали и наряды от Givenchy, Джамбаттиста Валли, Стелла Маккартни, Виктория Бекхэм, Селин. Такая длина сама по себе производит вау-эффект, поэтому стилисты не советуют перегружать подобные мини-декором и украшениями. Давайте побережем сердца и челюсти окружающих. Что ж, с бедрами и длиной разобрались, а теперь переходим к талии. Нынче в почете низкая. Мастхэвом на теплый сезон стали костюмные брюки с заниженной посадкой из новых коллекций Balenciaga, Miu Miu, Chanel, Alexander McQueen. Такая модель хорошо работает с пропорцией образа и немного расслабляет серьезную классику. По стайлингу эти брюки тоже универсальны. Миксуем хоть с жакетом, но лучше укороченным, хоть с чем-то совсем неожиданным. Получится круто. Кстати, Матьё Блази не ограничился только брюками и предложил на низкой талии юбки. Дизайнер напомнил, что носить их, как бы приспустив на бедра, любила сама Габриэль Шанель. А мы чем, собственно, хуже? Маленький элегантный жакет. Париж сегодня рекомендует его включить в наш гардероб вместо больших и просторных пиджаков с мужского плеча. Аккуратный, приталенный, желательно черный, но последнее не обязательно. Можно и с принтом. Эталонный вариант в виде укороченной версии жакета бар найдется в дебютной коллекции Джонатана Андерсона для дома Dior.
Хотя мне больше понравилась асимметричного кроя модель под маркой Acris. Самое то, если вы, дорогие мои, подустали от всякой безразмерщины. Но это совсем не означает, что уходит из моды акцентное плечо. Преимущественно крепкое и уверенное, которое от сезона к сезону становится все шире и позволяет играть с пропорциями без особого труда. Дизайнеры снова достают из архива 80-х нашу любимую силу в плечах. И, надо признать, делают это с размахом. Причина в том самом перевернутом треугольнике. Сверху мощь, снизу миниатюрность. Однако мягкую подачу никто не отменял. Речь идет о покатой линии плеча. В этих силуэтах есть все – сила, уверенность и, конечно, щепотка той самой женственности с характером, о которой мы знаем не понаслышке. Образ как заявление «да, я могу» и пусть попробует кто-нибудь поспорить. Тенденцию активно поддержали на подиуме в Париже. Бренды Celine и Stella McCartney воплотили тренд в его чистом виде – широкоплечими костюмными пиджаками. А Валентина и Хлоэ сочетали топы с подплечниками и узкие брюки. Прозрачность. Давно и, пожалуй, надолго остается одним из ключевых модных направлений теплого сезона. Вместо условной брони весенне-летний гардероб наполнили тонкие вещи, готовые подчеркнуть женскую хрупкость и уязвимость. Так что, дорогие мои, продолжаем фанатеть по органзе, шифону, сетке и кружевам. То есть не стесняемся демонстрировать все, что скрыто, выгуливая голые топы, блузоны, юбки и, разумеется, платья. Благо на модных показах было немало образов для вдохновения. Например, в коллекции Tom Ford, наряду с их виральными костюмами с лазерной перфорацией, немалая часть нарядов представлена в легких тканях. У бренда Schiaparelli получили слишком смелые версии, а платья от Изабель Маран и Dior я назову романтической трактовкой прозрачного тренда. Драпировка – наше все. Так я скажу об этой тенденции. Сегодня она присутствует практически в каждой модной линейке. И не только французского бренда. У Zimmermann этот прием вылился в очень воздушную, красивую историю. Обязательно берем на заметку. Кожа даже летом. Куда же нам без нее? Для сезона, когда столбик термометра стремится вверх, дизайнеры придумали, точнее будет сказать, переосмыслили и включили в стильные аутфиты мини-юбки, микрошорты, топы и платья без рукавов. Материалы, к слову, могут быть совершенно разными. Отвечать традиционным ценностям, то есть когда речь идет о кожаной одежде в благородном матовом тоне, либо полностью их отрицать. Здесь уже мы говорим о коже с рельефным узором или с лакированным блеском. Что выбрать, решайте сами по настроению. Платки и косынки. Они стали заметным аксессуаром в коллекциях на весну 2026. Причем не только в формате банданы или обычного подвязывания на пояс. По примеру бренда Celine, акцентный платок спокойно и будто случайно наслаивается на пиджак. У Lanvin он не просто элегантно накинут на плечи, а является неотъемлемой частью наряда. В гардеробе Hermès платок выполняет роль самостоятельного летнего топа. Также он легко превращается в ювелирное украшение ожерелья, либо в стильное оформление сумки. Ремни и пояса. Они продолжают править бал в фэшн-индустрии. Помимо массивных и широких, дизайнеры решили обратить наше внимание на их более тонкие вариации, изящно расположившиеся как на линии талии, так и чуть ниже в области бедер. Еще обратила внимание на ремни из коллекции Miu Miu, которые этим летом обещают завируситься. Да, Miuccia Prada умеет делать акценты на мелочах. Выглядит аксессуар как винтажный. Стоит будет, безусловно, как новый, но главное, на него можно крепить всякие мелочи. Теперь немного о головных уборах. Что здесь сказать? В лидерах нынче безумные шляпы шляпника. И никак иначе. Наверное, нам придется отложить на время в сторону аскетичные канатье, отпускные соломенные шляпы и хлопковые панамы. Теперь оседлать модную волну смогут только те, кто решится на экспериментальные модели. От треуголок Джека Воробья из линейки Dior или футуристической таблетки Schiaparelli до ловко закрученного на голове тюрбана от бренда Louis Vuitton, либо мохнатой шапки, похожей на парик марки Chanel. В тренде броские украшения. Крупные серьги, браслеты, колье и кольца. Вместо привычной лаконичности Париж выбирает объемные аксессуары, которые выглядят словно мини-скульптуры из металла, жемчуга, блестящих кристаллов.
Поэтому, милые дамы, не скромничаем и украшаем себя по полной. Также рекомендую взять на заметку амулеты. В почете сегодня из натуральных, еще говорят, лечебных камней. Они не только становятся модным кодом, но и заряжают нас хорошей энергией. Пару слов в финале о модной обуви. Полный обзор носибельных и не очень трендов, друзья, уже есть на моем канале. Среди новинок, представленных на показах Парижской недели, я лишь отдельно отмечу фантазийные и прочие диковинные пары. Не буду ставить перед вами задачу обзавестись подобными, немного странными, с чудинкой моделями на предстоящий теплый сезон. Но если дизайнеры так старались всех удивить, то почему бы поближе не рассмотреть несколько необычных вариантов? Футуристичную тему аксессуаров готовы продолжить сумки. Уверена, дорогие мои, вместительный шопер, удобный тоут и культовая хоба у многих из вас есть. А вот что насчет закрученного в узел клатча, кожаного бочонка из лепестков, саквояжа в форме гармошки? О чем сказать вам в финале, друзья? Носите то, что нравится в первую очередь лично вам. Ведь мода для нас, а не наоборот. Но при этом все же давайте вместе следить за новыми трендами. Как-то не хотелось бы оказаться совсем не в теме. С интересом жду обсуждения модных тенденций, которыми отличился Париж, в комментариях к видео. Надеюсь, вы не забудете черкнуть пару слов в комментариях, подписаться и поставить лайк. Это как маленькая порция доброты. Вам не трудно, а мне приятно. Всем красоты, позитива, добра, удачи в поиске личного стиля, и даже если кошки скребут на душе, встречайте каждое утро обязательно с теплой улыбкой и с солнечным настроением.